У Джессики была только одна цель – выяснить, что на самом деле случилось с ее матерью. Ни сплетни, ни формальности, ни заверения врачей, а правда. Единственный способ – раскопать ее могилу, несмотря на запреты, страх, закон и ужас, который мог скрываться под крышкой гроба. Ее мать Виктория всегда была сильной. Настолько, что казалась несокрушимой. Она одна растила Джессику с самого детства. Стивен, ее отец, был вечно занят и отстранен от семьи. Виктория была опорой и сердцем дома. Она лечила, обнимала, поддерживала и вдохновляла. В тот день, когда Джессика вернулась домой после экзамена и увидела десятки непринятых вызовов от отца, ее сердце рухнуло в бездну. Сообщение было коротким. Мама умерла. Похороны прошли. Прости, не смог тебе раньше сказать. Позже Стивен сказал, что Виктория умерла от сердечного приступа. Внезапно, без каких-либо признаков. Но Джессика знала, такое просто не могло произойти. Ее мама проходила обследование регулярно, вела здоровый образ жизни, питалась правильно и даже бегала по утрам. Врачи никогда не находили у нее никаких проблем с сердцем. 2 дня Джессика не ела и не спала. В голове был только один вопрос. Почему? Она перечитывала отчет о смерти, переписывалась с больницей, разговаривала с соседями. И чем больше копала, тем больше сомневалась. Все было слишком поспешно. Похороны на следующий день. Закрытый гроб. Ни одного снимка. Отец избегал вопросов, а когда она настаивала, обрывал связь. И тогда Джессика решила, она сама должна найти правду. Даже если для этого придется пойти на безумный шаг. Ночь была холодной и влажной. Туман стелился по земле, как в плохом сне. Лопата в ее руке казалась тяжелой, как камень, но сердце билось быстрее, чем когда-либо. Она постучала в дверь похоронного бюро, влетела внутрь, и ее взгляд встретился с глазами старого охранника. Джека. Он был в шоке, но когда услышал имя, Виктория Мур, его лицо изменилось. Он вспомнил, что похороны были тихими, почти никого не было. Сам Стивен настоял, чтобы все прошло без лишних глаз. Джек тогда удивился, но не стал вмешиваться. А теперь перед ним стояла дочь погибшей, худая, изможденная, с пылающими глазами. «Пожалуйста», — прошептала она, — «просто покажите. Я должна». Увидев, как она дрожит, он кивнул. Минут через 10 они стояли у свежей насыпи. Джессика упала на колени, отложила лопату и провела рукой по земле. Потом резко встала и начала копать. Комья земли летели в стороны. Джек растерянно стоял рядом, потом все-таки пошел за телефоном. Девушка не замечала ни холода, ни слез, что текли по лицу. В ушах стучало одно — «Мама». Когда лопата ударилась о крышку гроба, Джессика замерла. Мгновение, и сирены пронзили ночь. Полицейские ворвались, скрутили ее и повалили на землю. Ее щека оказалась в грязи, но она только кричала: «Это моя мама! Она жива! Я чувствую! Откройте гроб! Прошу!» Вокруг собрались люди. Кто-то снимал на телефон, кто-то ругался. Полицейские были в замешательстве. Один из них, молодой, с мягкими глазами, встал рядом и прошептал коллеге: «Может, откроем гроб? Все равно могила уже вырыта. Пусть попрощается, а потом оформим, как полагается». И тогда они позволили. Джессика, сбитая с ног, спустилась в яму. Пальцы дрожали, когда она тянулась к крышке. Один вдох.
Один взгляд в небо, и она подняла ее. Тело Виктории лежало спокойно. Казалось, она просто спит. Руки сложены, лицо бледное, губы сжаты. Но были и странности. Цвет губ казался слишком темным. Веки подрагивали. Джессика осторожно взяла ее за руку. «Мама!» – прошептала она. «Я здесь!» И в тот момент пальцы Виктории чуть пошевелились. Затем сжались в ответ. Тело вздрогнуло. Глаза распахнулись. Полицейский закричал. Джек упал на колени. Джессика выдохнула вслух и потеряла сознание прямо там. Викторию, живую, доставили в больницу. Врачи были в шоке. Состояние называлось псевдосмерть, вызванная сильнодействующими препаратами. Ее пульс был слабым, дыхание почти незаметным. Тот, кто ее осматривал, просто не заметил признаков жизни. А причина – сильнейшая доза седативного вещества, редкого, дорогостоящего, способного замаскировать смерть. Теперь началось полномасштабное расследование. Пока Виктория медленно восстанавливалась в больнице, следователи шаг за шагом раскручивали клубок интриг, который сплел Стивен. Все начиналось с обычного отчуждения. Он давно потерял интерес к своей семье, но вместо того, чтобы просто уйти, он решил превратить их в источник дохода. Он застраховал жизнь Виктории на внушительную сумму, но даже это было только верхушкой айсберга. Стивен втайне продал часть их совместного имущества: участок земли, лодку, антикварные украшения Виктории, которые она считала утерянными. Деньги стекались на счет, зарегистрированный на подставное лицо. Его любовница Карла помогала организовать поддельные документы. Через ее знакомых в аптеке он получил доступ к запрещенным препаратам. Те самые, что медленно отключают тело, но не убивают сразу. Идеальный яд для инсценировки смерти. Они планировали не просто сбежать. Карла хотела уехать в Таиланд, где их ждал оформленный дом и новая личность по поддельным паспортам. Стивен намеревался использовать страховку, чтобы обналичить все и исчезнуть. Викторию он планировал похоронить быстро, в закрытом гробу. Все шло по плану, если бы не Джессика. Когда следователи вскрыли его переписку, проследили переводы, они обнаружили, что Стивен подделал даже медицинские заключения. Он подкупил местного врача, чтобы тот подписал свидетельство о смерти без осмотра. Когда все началось, Виктория всего лишь пожаловалась на головную боль, а через 2 часа уснула и не проснулась. Но не умерла, просто не смогла проснуться. На допросе Стивен сломался, когда узнал, что Виктория жива. Он кричал, рыдал, клялся, что хотел только начать жизнь с нуля. Он говорил, что Джессика всегда была ближе к матери, и у него не было места в их мире. Его оправдания звучали как бред. Все, что он действительно хотел – деньги и свободу. Карлу задержали в аэропорту. Она плакала и выла, когда узнала, что Виктория выжила. Позже выяснилось, Карла знала, что препараты не убьют сразу. Она рассчитывала, что Виктория умрет под землей, мучительно и без свидетелей. На суде Джессика сидела с матерью, крепко держась за ее руку. Стивена приговорили к 20 годам. Карла получила 15. Когда их выводили, Джессика не произнесла ни слова, только взглянула и отвернулась. Навсегда. Теперь Виктория жила с ней. Каждую ночь они пили чай у окна. Иногда молчали, иногда говорили до рассвета. «Ты была моим голосом, когда я не могла кричать», — говорила мать, «моими руками, когда я не могла двигаться, моим светом, когда было темно». И Джессика кивала, потому что знала, иногда любовь не просто спасает, она воскресает.
Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.